Всем привет! Это опять я. За моей спиной Татарский пролив, кусочек Японского моря. На Сахалине южная часть Татарского пролива не замерзает, не покрывается льдами. Поэтому сейчас, пока в Охотском море все ловят корешку и навагу со льда, вот здесь вот можно пособирать морской капусты. Зачем я сегодня, собственно, сюда и пришел. Для успешного сбора капусты даже не обязательно идти вон туда, где она растет. Она растет вот там, где ломается волна. Достаточно просто на берегу пособирать капусты, внимательно отслеживая то, насколько она свежая. Дело в том, что у капусты вот эти вот корешки, они не несут такой функции, как у дерева. Если у дерева подрубить корни, дерево умрет. Если у капусты вот так вот отрубить корень, капусте просто будет нечем держаться за камень, но она продолжит прекрасно жить. Корень у нее выполняет только функцию якоря. Вот так вот нашли вот такой вот пучочек на берегу, прополоскали и внимательно смотрим, есть ли на капусте какие-нибудь повреждения. То есть, что ее било об камни, она где-нибудь там закожурилась, загнила, засохла. Если таких повреждений нет, только там, допустим, песок, который очень просто отмыть, то такую капусту уже прекрасно можно брать. Ну вот и добрался я до мест с капустой. Вот под моими ногами зеленая травка колышется, это застера. А капуста вон там, вот видны вершки, так сказать. Минус только тот, что вот тут ходит волна. И ладно то, что она меня колбасит, я в принципе одет, мне не страшно. Вот тут в волне, в накатной, и вот видите, вершки капусты побитые. И сложно ее здесь подрезать, придется по локоть залезать в воду. Я бы вообще туда сходил, но там накат такой уже, что у меня никакая одежда от такого не спасет и не поможет. Хотя уже, знаете, и здесь такой неплохой накатится. Это не особенная проблема, это просто значит то, что если я капусту не соберу здесь, то капусту я соберу вот там в спокойном море, уже сорванную волнами. Просто это вопрос времени. Это у меня займет на полчасика дольше. Вот очередная капуста, вынесенная на мелководье. Это довольно крупная, это уже никак не годовалая капуста. Выглядит она не очень. Она уже вся пошла какими-то темными пятнами. Поэтому вот у этой я возьму только нижнюю часть, на которой нет темных пятен. Поэтому я все пока вот так вот складываю в сумочку. Чистить буду уже на берегу. Здесь на воде это делать несподручно. То же самое, как вот ищешь любой другой морепродукт. Просто ходишь и смотришь. Опа. Так. Вот, хорошенькая, чистенькая. Хорошенький, чистенький кусочек капусты. Вы видели, просто там какие волны? Все эти вот волны в состоянии... Да давай же ты срывайся. Эти волны в состоянии эту капусту просто срывать в любых количествах. И бедная капуста ничего не в состоянии противопоставить. А вот такие ушлые ребята, как я, ходят и собирают. Я повторюсь, если капуста лишилась корней, но находится в воде, она продолжает жить и прекрасно себя чувствовать. То есть у нее нет никаких проблем, она получает все необходимые питательные вещества, и все хорошо. Поэтому надо просто всего лишь у этой капусты глядеть на ее внешний вид. Как она, родимая, выглядит. Объяснить это не так уж и просто. Я вам просто приведу аналогию. Когда вы приходите в магазин покупать белокочанную капусту, вы же тоже видите, где завядший листик, где гнилой листик. И не всегда просто это объяснить человеку, который белокочанную капусту видит впервые. Вот так же и я как бы просто уже знаю, как должна выглядеть капуста. И все неприятные мне места просто вычеркиваю сразу. Вот хорошие лопушки тут колосятся. И так удобно возле самого берега. Я буду брать те, что покрупнее. Так, сумочка. Так, все сюда. Так. Капуста
кусок большой, и вот верх у нее уже истрепался. Вот видно, справа это оборванный корень, а слева белый. Это вот верхняя часть ее слоевища, или как там она называется, которая подвергалась воздействию вот и волн, и солнечного света, и воздуха. И вот так теперь уныло выглядит. Такого вот белого цвета. Белый цвет все безжалостно отрезается. То есть все, что белого цвета, нам не нужно. Так. Давай. Не хочет идти в чемодан. Опа. Что такое? Не люблю я руки мочить. Вода холодная, даже не холодная, вода ледяная. Поэтому все это желательно делать приспособлениями. Вот так вот. Ну-ка. Ой-ой-ой, какой-то вот этот вот листик, ну вообще побитый, избитый. А он там вроде хорошечно лежит. Ну, немногим лучше. Так. О, вон листочек. Что с тобой? Ну, вот на этом аж прям чернота. И корень плохой. Так. О, вот. Хороший листик. Нет, не хороший. Вот так выглядит уже сгнившая капуста. Она белого цвета. Кое-где такого ржаво-рыжего. То есть, ну, гнилую капусту видно сразу по цвету. Она никогда не будет темно-коричневой. Она всегда будет белой, ржавой, может быть даже зеленой. Так. Вот так вот. Ну, урожай неплохой. Пожалуй, я погорячился, когда сказал, что полчаса мне понадобится. Мне понадобится на все это минут 15. За камень держится. Давай. Это целый пучок капусты, сорванный сразу вместе с субстратом, к которому она крепилась. Ну, это хорошо, так сумка набьется еще быстрее. Еще таких пучков штук 6-7. Будет вообще прекрасно. Ну-ка. О, вообще отличная капуста. Верхушка уже почернела, а вот низ корневищу просто супер. Ну, где еще капусточка? Вот отличный улов. Шикарный пучок капусты. Отлично. Полезай в кошелек. Уже что-то и не особенно-то и лезет. Еще одно слоевище. Полезай сверху. Так, ну это я уже неплохо набрал. Примерно вот таких сумки мне нужно набрать сверху 2 штуки. Поэтому вот одну сумку уже набрал. Пора сгружаться на берег и набирать вторую. Вторую сумку я уже наполняю с берега. Я снял вейдерсы, одел удобные теплые сапожки и хожу неторопливо, собираю. Правда, как бы неторопливо я этого не делал, вот минут, даже меньше 10 минут, и сумка почти полная. Сейчас вот я вот эту капусту умну немножко, ну сверху еще какое-то количество влезет. Но вот дело почти сделано. Вот хороший пример негодной капусты. Сейчас покажу.
Сейчас немножечко ее сполоснем, чтобы было видно хорошо. Вот смотрите, у нее уже вот здесь зеленая. Она вот такая зеленая станет уже при варке. Поэтому, если она здесь зеленая, значит она пролежала на солнце довольно долго. Ее солнце вот так вот, скажем так, прожгло, пропарило. Она уже ни на что не годится. То есть это мне говорит о том, что она провела существенное время не в воде, а на земле, на солнце. Следовательно, в пищу такую уже брать не буду. Верну, где нашел. Вот хороший листик капусты, довольно длинный. Уплывает куда-то. Да. Ростом точно выше меня. 2,5 метра примерно. А сейчас перед вами самая долгая часть. Это очистка капусты от всего, на мой взгляд, лишнего. Вот, допустим, я здесь увидел, что этот участок сильно побит, посечен. Его я выкидываю. Вот это относительно целое. Его забираю. Вот прям какие черные полоски. Неаппетитно. То есть визуально выбираем куски, которые нам нравятся и которые нам не нравятся. Которые нам нравятся в мешок, которые нам не нравятся за борт. «20 минут прошло в интенсивной работе ножом. Вот куча очисток, ошметок. И вот примерно 2/3 сумки нарезанной капусты. То есть, когда капусты было 2 сумки, капуста, она как пружинка, ее трудно нормально сложить. А когда она порезанная пластинками, она очень компактная. По весу где-то 7 килограмм, наверное, может чуть побольше. Теперь следующий этап. Эту капусту нужно обварить кипятком. Налил обычной морской воды, поставил на газ. Сейчас будем ждать, пока закипит. Вода закипела, пора заняться ошпариванием капусты. Суть ошпаривания в том, ну вот, кстати, здесь уже видно, вот такие слизь выделяется из капусты. Кто скажет агар-агар, будет неправ. У бурых водорослей она как-то по-своему называется, эта слизь. Ну, даже не слизь такой, ну вот желе-кисель. И помимо этого желе, ну, чтобы она не была липкой, она через какое-то время начнет разлагаться. Особенно если в тепле. Поэтому, если ее вот ошпарить сейчас, она как бы, ну, становится полуфабрикатом. Его можно после этого замораживать и что угодно с ней вообще делать. Поэтому делается все просто. Вот так вот ее опускаем в кипяток. Вот достали, смотрите,
Сейчас особенно хорошо заметно на фоне снега. Все, что попало в кипяток, мгновенно стало зеленым. В этот момент она уже почти готова. Закладываем капусты, но не особенно много. Самое важное, чтобы эта вся капуста успела закипеть. А потом, когда она вот в кипятке обварится, ей на это потребно, ну, минутка, наверное. Может, даже меньше минутки. Вот еще даже закипать не начинает, а я уже ее достаю. То есть много ей там лежать не нужно. Обварилась, и ладно. Здесь бы, конечно, я думаю, больше бы пошли какие-нибудь кулинарные щипцы, но я почему-то не взял ничего подобного. Ну ничего, вилка тоже прекрасно выполняет свою функцию. Вот слил воду с последней порции капусты. Так, ну-ка, давай высыпайся. Ну, получилось итого, ну, 1/3 сумки примерно. Хотя, как вы помните, нарезанной капусты было примерно 2/3. То есть она становится мягче и легче укладывается, как бы уседает. А море меня сегодня балует видами. Вот сейчас вот роскошный вид. Снегопад. Снежинки огромные, с 2-рублевую монету размером. Море так и не успокоилось. Волна все так и бьет. Ну вот здесь вот на скальной полке тихо, тишина. Спасибо тебе большое, море-кормилец. Низкий тебе поклон. Дома для говорящих рук занятия немного. Надо просто эту капусту порезать соломкой. Ну, даже может там не соломкой, может там квадратиками, кубиками. Как вам удобно, как вы в принципе ее привыкли и любите есть. А если никак не привыкли и никак не любите, то соломка в принципе вам прекрасно подойдет. Вот рядом лежат корешки. Корешки очень трудно рубить соломкой, но это и незачем. Я их буду резать вот такими вот кусками. Так они тоже прекрасно идут там и в супы, и в салаты. Сама по себе, вот получается, эта морская капуста только слегка обварена. Обварена кипятком. Она уже, я вот сейчас ее ем. Вкусная, солененькая. То есть это уже готовый продукт. Но можно это, конечно же, всякими соусами сдабривать, добавлять в супы, делать из нее салат самостоятельный, либо добавлять уже какие-то готовые салаты. Допустим, я часто беру салаты типа моркови по-корейски, и морковь по-корейски смешиваю вот с такой вот морской капустой. Из такой вот заготовки получается шикарный салат. Заготовки выглядят вот так. То есть просто вот в пакетик набиваю лопухами эту морскую капусту и укладываю штабелями в морозилку. Сколько нужно, достал, разморозил, съел. Когда дело доходит до какого-то салата, я особенно не изгаляюсь. Я просто беру столько, сколько мне нужно капусту. Вот такая вот расходная емкость. Этой расходной емкости может хватить как на один ужин, если вы сильно голодненький, так и дня на 2-3 просто каких-то добавок. Ну, как вариант, допустим, варится куриный бульон, туда засыпается вот такая вот морская капуста, половинка вареного яичка, и вот у вас суп с морской капустой. А так, вот в эту капусту достаточно капнуть уксуса. Окропить растительным маслом и бахнуть немножко перчику. Перемешать, и салат готов. Вот так вот выглядит уже готовый салат. Зелененький такой, пахнущий морской капустой, и этот запах сейчас еще и усилен уксусом.
Ну-ка. Что вышло? Отлично. И остренько, и кисленько, и солено. Я это не солил, просто повторюсь, морская капуста сама по себе соленая. И варил я ее в морской соленой воде. Поэтому соли там уже изначально достаточно. Такой природный баланс. Всем пока-пока. До свидания.